Приветствую вас. Приветствую вас. Приветствую вас. Спасибо вам большое, Ваше Святейшество. Приветствую вас на Калининградской земле. Калининградская земля для вас родная. Все мы знаем, сколько вы много сделали для епархии, для развития Калининградской области. Поэтому здесь всегда вам очень рады, и вы наверняка это ощущали, находясь здесь вчера, сегодня. Поэтому, хочу, наверное, сказать, что мне оказано высокое доверие президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, направив меня сюда и оказав доверие приложить все мои усилия и опыт для того, чтобы развивать Калининградскую область. Вы вчера на проповеди слышал ваши слова, сегодня они мне вспомнились, о том, что когда даются такие возможности, то за этим следует и высокая ответственность, да, и большой спрос. Но хочу вам сказать, что полностью осознаю, какая лежит на мне ответственность за каждого жителя Калининградской области. Поэтому хотел бы попросить вашего благословения на добрые дела, на благо нашей Калининградской области. Алексей Сергеевич, для меня, как вы знаете, Калининградская область – это не просто точка на карте, это не только важный в геополитическом смысле регион России, а это часть моей жизни. Причем так, как с Калининградской областью, я связан, наверное, только с Питером, где родился, ну и, конечно, с Смоленском, где оказался в тяжелые годы, когда власть приняла решение, как можно дальше отстранить меня от всяких центров принятия решений в церкви. Ну и всегда и Смоленскую область с благодарностью Богу вспоминаю. А Калининград – это особая действительно страница. И всякий раз, когда посещаю Калининградскую землю, внимательно, конечно, не только наблюдаю, что в церковной жизни происходит, но и что в области происходит. Но вот должен вам сказать, что очень хорошее впечатление у меня сложилось вот за время нынешнего пребывания. Но совершенно очевидно, что нет никакой стагнации, на которую наши враги уповали, есть определенное развитие. Очень рад, что появляетесь вы, как молодой, и энергичный, хорошо образованный и приспособленный к современному к управлению гражданина России. Спасибо. Да, у вас есть все, и образование, еще раз хочу сказать, и определенный опыт. Ну, дай Бог, чтобы вот здесь, опираясь на ответственных своих сотрудников, в том числе и из местных жителей, чтобы продолжалось вот это динамичное развитие Калининградской области. Экономическое, политическое, обеспечение безопасности, хотя это не прямую является вашей ответственностью, но в каком-то смысле губернатор несет ответственность за жизни людей, а значит и за их безопасность. Но и еще раз хочу сказать, что очень важный фактор – это религиозный фактор в Калининградской области. Он определил национальную, культурную идентичность этого региона. Если бы не было православия, то здесь было бы лютеранство. Если было бы лютеранство, то не было бы национального самосознания. Или бы эти факторы так столкнулись, что ничего хорошего в этого столкновения не было. Поэтому тот факт, что здесь в нужное время были открыты православные храмы, это было действительно провиденциально. То есть Господь устроил так, чтобы православие здесь укоренилось. Но я всегда воспринимал тоже как руку Божью тот факт, что мне пришлось мое служение в Смоленске сочетать с Калининградом. И Калининград стал частью моей жизни. Вот, без всякого пафоса об этом вам говорю. Потому что на моих глазах многое менялось и в облике Калининградского региона. Но в первую очередь, конечно, при непосредственном моем участии церковная жизнь стала совершенно иной. Вам бы хотел, конечно, сердечно пожелать помощи Божией, чтобы Господь помогал вам. Ответственное служение – это русский эксклав. А окружают эти эксклав не самые хорошо относящиеся к России страны. Может быть, страны и народы относятся и неплохо, а политический выбор этих стран сегодня, он не предполагает дружбы с Российской Федерацией. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы укреплялось патриотическое сознание жителей Калининградской области.
В этом, я считаю, должна активно участвовать наша церковь, которая всегда воспитывала людей в таком духе, в любви к Отечеству. Ну и, конечно, очень важно, еще раз подчеркну, взаимодействие Калининградской епархии и администрации Калининградской области. Поэтому сердечно желаю вам помощи Божией, крепости, сил, твердости и силе духа, с тем, чтобы под вашим руководством и дальше развивалась, всесторонне развивалась Калининградская область. Спасибо.